Всем привет, меня зовут Райни, и это новый выпуск. Так как ранее видео набрало больше 120 лайков, я, как и обещал, называю параметры и маркировку нашей резины. Это резина Continental TKC 80 или TKC 80, кому как нравится. 19 радиус, ширина 120, высота 70. Почему именно эта резина? Да все просто. На многих фотографиях у кафешек BMW R100 стоит именно эта резина. И я считаю, она прям идеально подходит для моего мотоцикла. Поэтому так. Чем займемся сегодня? Сегодня будем готовить наш двигатель и все его элементы к покраске. А для начала нам нужно кое-что проверить и понять, чем по итогу мы будем красить наш мотор. Поехали! Как вы помните, родной картер этого мотора был треснут, и я не стал его заваривать, потому что его уже заваривали. И, возможно, он еще походит, но он нам еще пригодится, но его использовать мы не будем. А у нас есть второй, который мы также отпескоструили и помыли, и сейчас нам нужно еще раз его шлифануть, и чтобы краска легла нормально, и чтобы после покраски вот этих отливов не было видно, а то уж совсем безобразный вид. Приведем его в более-менее достойный вид. Вот можете сами посмотреть, в принципе здесь ничего такого критичного нет. Нужно будет вот это вот убрать, вот эту часть спилить немножко, тут подровнять. Вот здесь вот видны отливы. Вот, ну в общем-то, в принципе, шлифануть так более-менее. А делать это все будем с помощью вот такого вот дремеля. Купил вот такие вот насадки, потому что родные вообще одноразовые просто. А эта фирма Дремель вроде как хорошая. Насколько я понял, это типа BMW среди всяких там граверов и бормашинок. Вот, ну попробуем, посмотрим. Эта вот насадка надевается вот сюда, вставляется в сам гравер. Вот. Вот, в общем-то, закончил. Прошелся и болгаркой, и гравером, даже просто наждачками зашкурил. В принципе, убрал самые такие грубые неровности, вот как вот здесь, допустим, было, если помните, можете немножко назад промотать. Вот здесь, вот тут большие раковины были, сейчас этого такого нет. Вот здесь были большие отливы, скажем, что ли, огрехи. Вот, и все, собственно. Я думаю, этого будет достаточно, потому что глянцевая краска, она еще более-менее закрывает все вот эти вот мелкие раковинки, и должно это все выглядеть достойно. Один момент есть, который меня смущает, это вот здесь. Тут у нас идет такой налив, нарост, так скажем, металла. И мне интересно, не задевает ли, не упирается ли часть цилиндра вот сюда. Либо корпус прям идет вровень с ней, либо она его задевает, но скорее всего не задевает, потому что иначе была бы большая щель, потому что вот эту часть я еще немножко сточил. Вот, но лучше перестраховаться, поэтому закрутим сюда 4 шпильки, накинем цилиндр, и сразу все станет понятно. Если не задевает, то, наверное, так и оставим, и уже еще раз помоем его, потому что пыль все-таки все равно останется металлическая. Вот, и потом уже заклеим все поверхности и отдадим уже под покраску. А так как я хочу, чтобы мотор был по итогу черным, я решил все-таки попробовать покрасить порошковой краской. И сейчас в виде эксперимента мы заклеим вот такой вот термостойкой изолентой наши клапанные крышки, отдадим их под покраску. Посмотрим, во-первых, будет ли сходить нормально изолента. Вот, и заодно проверим, насколько бензо- и маслостойкие наши крышки. Тем самым проверим эффективность порошковой покраски. Вот, если все будет четко, мы подготовим все элементы двигателя и отдадим под покраску. Поехали! Предварительно оклеиваемую поверхность очистим очистителем. Ну вот, оклеил две крышки. В принципе, их можно вообще и не оклеивать, потому что между ней и головкой будет резиновая прокладка, поэтому вот эти поверхности нам как бы роли особо не играют, будет она окрашена или нет. Для меня важнее понять именно, держит ли эта изолента, в принципе, можно ли ее потом в дальнейшем применять. И ну и все, покрасим и будем уже тестить саму краску, точнее саму окрашенную поверхность. Ну вот и все, с этим готово, идем дальше. Для тех, кто не знает, на всякий случай объясню принцип порошковой покраски. На окрашиваемую деталь наносится краска, распыляется специальный порошок.
После чего сама деталь ставится в печь и запекается там под температурой 200-220 градусов. И мне нужно понять, выдержит ли вот эта вот изолента весь этот процесс. И насколько легко она потом будет отходить после самой печи. Вот для этого все это и делается. В общем-то, друзья, забрал я клапанные крышки. Вот такие вот они получились. Сейчас покажу. Короче, на фоне лает собака. Ничего не могу поделать. Вот она лает просто и все. Надеюсь, меня будет слышно. Вот, в общем, две клапанные крышки. Одна покрашена в глянец, другая в мат. Ну, на глянце, я вам скажу, красится все гораздо лучше. Вот этих всяких мелких раковин особо-то и не видно. В принципе, поверхность головок в принципе была не ахти до покраски. Но глянец такой, поувереннее будет смотреться. И, как я и говорил, сейчас нужно проверить, насколько это все будет масло и бензостойко. Есть у меня немного масла и есть у меня бензин. Вот, и сейчас немного прокапаем и оставим. Посмотрим, что будет. Вот, короче, бензина налили немножко. Но это уже вообще капец, такого, я думаю, с мотором не будет. Но испытаем в экстремальных случаях. Это мат и глянец, по свойствам они одинаковые. Ну, просто ради интереса нанесем на обе части. Вот, на левую часть нанесли бензин. Так и оставим, вытирать пока ничего не будем. А на правую часть нанесем масло. Здесь вот немножко остатки масла есть. Сейчас это все так сюда нанесем. Все, в общем, вот так и оставим, не будем трогать. Ну и через часа 3, может чуть меньше, посмотрим, что с ним станет. A few moments later. В общем, планировал я оставить на несколько часов, но благополучно про них забыл. И в итоге они простояли почти сутки. И слушайте, блин, вообще офигенно. Ничего на краске нет, все протер. Что бензин, что масло. Покрытие вообще ничего не случилось. Ни разводов, ни каких-то взбухиваний краски, ничего нет. Все как было, так и осталось. В отличие от вулкана и подобных ставок, порошковая краска работает. Масло держит и бензин тоже. Так что проверено, смело можете пробовать. Чем в итоге я крашу двигатель? Блок картера, клапанные крышки, переднюю крышку, ну сам генератор, стартер и все остальное, все не теплонагруженное, я буду красить порошковой краской. Включая также редуктор и коробку и все остальное. Это все будет краситься черной порошковой краской. Что касается самых теплонагруженных элементов, это цилиндры, головки, поддон туда же отнесем. Мы его будем красить черной термостойкой краской, тоже глянцевой. Я думаю, объяснять не нужно, почему я одно крашу порошком, другое термостойкой. Вся разница в температурном режиме, как бы понятно, да? Термостойкая держит порядка 600 градусов, а порошковая порядка 200. Вот, чем займемся сейчас? Подготовим цилиндры, головки, то есть оклеим их неокрашиваемую поверхность и покрасим, соответственно, баллончиком термостойкой черной глянцевой краски. Вот, поехали! 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet. Ну вот, нанес пару слоев, теперь нужно дождаться, пока все это дело высохнет. И головки нужно будет прокрасить еще пару раз. И желательно вот так вот перевернуть, потому что снизу все это дело не прокрасилось. Все это прокрасим, все сделаем, все будет нормально. Снимать оклейку, блок и других элементов не вижу смысла, там в принципе ничего интересного. Вот, покажу вам потом уже конечный результат. Ну а на этом видео заканчивается. Спасибо, что смотрите, ставите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Спасибо вам за просмотры. Самое главное, Исенцоблос. Пока. Крайнее видео набрало больше 120 лайков, поэтому я, как и обещал... Так... Это резина Continental TKC 80. Как вы уже поняли, я нахожусь немножко не в городе, я нахожусь у родных в деревне, и вот здесь вот так вот атмосферно. Или... Так как
Так как крайнее видео набрало больше 120 лайков, я, как и обещал, называю параметры и маркировку моей резины.